Ностальгия – сильная вещь. Она дирижирует стоунами нашей глубинной связи с детством, когда восприятие мира было другим и для счастья достаточно было так мало, всего 8 и 16 бит или маломальского 3D. Это был наш первый опыт, и он самый яркий. Взрослея, мы порой ищем способы испытать те же эмоции, пускаясь в поиски старинных идей в современной оболочке. Редко, когда такие проекты интересны крупным корпорациям и командам больших профессионалов. К счастью, ностальгии подвластны и одинокие таланты, которые дарят нам столь желанные ремейки. С момента выхода Rock'n'Roll Racing прошло уже 30 лет, но идеи, заложенные в нее, не дают покоя многочисленным фанатам до сих пор. Тем удивительнее, что Blizzard отложил этот бренд в долгий ящик, и из-за возрождения приходится браться командам энтузиастов без опыта и денег. Первыми, кто решился возродить легенду, стала российская Yard Team, выпустив Motor Rock в 2013 году. Это была неплохая реинкарнация гоночек под рок-н-ролл, с примерно похожим транспортом, оружием, персонажами и, конечно, тем самым роком 70-х-80-х, который Blizzard для красоты и звучания окрестила рок-н-роллом. Конечно, Blizzard подпортила праздник, поступив как дешевая проститутка и добившись удаления игры из Steam, но это не помешало распространению игр другими путями. Артур Родригес, обычный программист из Бразилии, который вообще не работает в игровой сфере, в одиночку в свободное от работы время сотворил новую версию классики – Overshoot Battle Race. Он начал опыт Yard Team и изменил дизайн игры настолько, чтобы никто не мог докопаться. Мы пообщались с создателем игры. Разработка проекта началась в ноябре 2019 года, во время набирающего обороты коронавируса и последующих локдаунов. 1 год понадобилось, чтобы сделать рабочую версию на движке Unity 3D. Еще год на полировку и подготовку ранней версии для Steam. И год на устранение багов и создание рабочего мультиплеера. Это чистейший наследник тех самых рок-н-ролльных гонок. Но повторим, сделан он так, чтобы не возникло никаких проблем с авторскими правами. Персонажи, комментатор, музыка, дизайн автомобилей. Все это было изменено настолько, чтобы в нем одновременно читался и дух оригинала, и не было точного копирования. Например, персонажи. Такие же гуманоиды из различных планет. Особенно интересно выглядит Борис. Планет имеется 9 штук, и для полета к следующей также надо набрать определенное количество очков. Первая машина – отличный редизайн оригинального мародера. Всего транспортных средств 11 штук. Танка и катера нет, все машины колесные. Прокачка, разумеется, присутствует и значительно расширена. В гонке участвует 6 машин, а помимо изометрической камеры есть вид сзади, как и в Motor Rock. Конечно, с таким видом совсем не те ощущения, но с определенного момента я использовал только его. Главная причина этого – это сложность игры. Игра заставляет гневно рычать, радостно восклицать и порой бессильно читать обидное сообщение о том, что планета провалена, и о том, что нашему очку требуется лучше поднапрячься. Уже 3-ю планету я не мог взять с первого раза, а 4-ю проходил раз 5, пока наконец не плюнул и не включил вид от 3-го лица. Очки даются так же, как в оригинале. 400, 200 и 100 за первые 3 места. А накопить требуется 2000 и более очков всего лишь за 10 гонок. То есть, если хотя бы раз пришел 3-м, изволь побеждать. И требования все жестче с каждой новой планетой. Перед началом карьеры я осторожно выбрал 2-й, сносный уровень сложности из 4 возможных. В том же Motor Rock или оригинале любой уровень сложности, кроме максимального, это прогулка по пляжу. Но здесь легким стоит признать только 1-й уровень. Сложность игры многосоставная. Во-первых, цены на запчасти и новые машины высокие. 3-й автомобиль стоит уже 8000 кредитов, тогда как за победу в гонке на первой планете дают 100 кредитов.
Что касается деталей, как и в оригинале, нельзя сразу установить самый лучший апгрейд, только последовательно. Пытаясь накопить на лучшую машину, я долго играл на стоковой, но, накопив 1004 и в очередной раз слив гонку, проапгрейдил ее по всем параметрам: оружие, покрышки, броню, двигатель. Но это не сильно помогло. Броня так и осталась хлипкой, шины скользкими, движок чахлым, а оружием в этой игре еще надо уметь пользоваться. Покупка впоследствии более крутой тачки тоже не сделала геймплей хоть сколько-нибудь проще. Кстати, все предыдущие апгрейды и оружие перекочевали на новую машину автоматически. Поведение ботов заслуживает отдельных аплодисментов. Здесь не работают тактики из оригинальной игры. Сами трассы достаточно широкие, и здесь нет нескольких условных полос, по которым можно двигаться как на Сеге. Нельзя просто занять крайнюю полосу поближе к одному из бортов, где пули тебя не достанут. Достанут везде и в любой момент времени. Причем логика выстрелов со стороны ботов не очевидна. Они могут спокойно дышать тебе в затылок, не выпустив ни одного патрона, а затем снести все ХП в повороте, когда ты дрифтуешь и уже не можешь никуда целиться. Взрывная волна даже от самой слабой пульки может развернуть поперек трассы или отбросить в стену. То же самое работает и в обратную сторону. Пули и ракеты сложно навести точно на машину противника, так как даже небольшое смещение мишени с траектории полета снаряда позволит избежать попадания. В довесок к этому, боты умеют грамотно применять временное защитное поле, когда находятся в близкой доступности. Скорость ботов подстраивается под игрока. Здесь почти невозможно как слишком отстать от основной группы, кроме босса планеты, так и сильно оторваться. Уровень применения этих твиков зависит от планеты и выбранного уровня сложности. Управление сделано интересно. При повороте машина опускается в сильное скольжение, а при столкновении с бортиком трассы скорость сильно теряется. Самый простой способ проходить трассы — на долю секунды отпуская газ в момент поворота. Но оторваться от ботов далеко все равно не выйдет. И дело не только в подстраиваемом искусственном интеллекте. На трассах динамически изменяется положение ловушек типа луж и мин. Одни появляются, другие устраняются выстрелом. Есть и более опасные штуки, такие как грозовой шторм или торнадо, который засасывает и не дает вырваться, пока твоя машина не разлетится на кусочки. В редком случае, когда удается взорвать оппонента, происходит дымовая завеса, что тоже не облегчает жизнь. Повороты можно проходить как стандартным методом, так и с помощью силового скольжения, для чего есть отдельная кнопка. Используя этот способ, можно накопить энергию, которая тратится либо на ускорение, либо на временное защитное поле. Но такой способ требует другого подхода к управлению машиной, и лично мне он не особо понравился. Энергия также достается от зарядных сеток на некоторых трассах и от бонусов, сбрасываемых на дорогу случайным образом. По поводу производительности игры. На слабой системе она идет на ультранастройках, но на 4-й планете FPS по какой-то причине сильно просел. И только на абсолютно минимальных настройках мне удалось вернуть его в норму. На следующей планете снова можно было выставить все на максимум. Различия в графике на разных настройках несущественны. Вообще графика, пожалуй, это единственный минус игры. Даже Motor-Rock 2013 года смотрелся в разы лучше. Но не забывайте, что Overshoot Battle Race разрабатывал практически целиком один человек. И работу он выполнил потрясающую. Артур полностью написал код, нарисовал арт и придумал персонажей, которых затем доработал художник Максим Орлов. Артур также написал 6 музыкальных треков, еще 10 мелодий специально для игры сочинил российский музыкант Василий Куликов, он же Века. Музыка хороша. Вдребезги! Док Хантер, сегодня в ударе! В игре чувствуется, что автор, как он сам говорит, проиграл все детство в гоночке под рок-н-ролл и до сих пор поигрывает в них. После первого запуска игры я вышел из нее через 4 часа, что на меня мало похоже. Ради интереса после Overshoot я запустил Motor-Rock, который успел купить в Steam еще до удаления игры. Выбрав уровень сложности войн, я немного попрактиковался, так как не играл много лет, но затем стал приходить первым, правда с видом от третьего лица. Соперников здесь целиться куда проще, а самая большая сложность на трассах — куча наставленных бочек и другого барахла. Вот как выглядит первая гонка на первой планете на максимальной сложности в Overshoot, Motor-Rock, оригинале и известном хаке. Viper is about to blow!
Viper fades into last. Ryback is about to blow. Rash unleashes Hot Fury. Ouch! Snake fades into last. Snake is about to blow. Is Hot Fury. Ryback fades into last. Last lap. Rash jams into first. Последний круг. Борис плетется в самом хвосте. Гриффин. Не отставай, последним будешь. Скинни Кэт получает золото. Триггер забирает серебро. Док Хантер утаскивает за собой бронзу. И это все на сегодня. Приходите еще. Стоит отметить, что в Overshoot сложность значительно возрастает каждой следующей планете, и независимо от прокачки машины, игра всегда будет сложной, в отличие от остальных проектов и оригинала, где самая жесть в начале. И по мере прокачки игра становится все легче. Да, это не идеальный ремейк. Добиться той самой физики оригинала все же не удалось. Не хватает и физики столкновения машин, как в оригинале, когда можно было добить оппонента, въехав ему в зад. Снаряды нельзя пускать через бортики трассы, чтобы разбить машину где-нибудь в другом ее конце и услышать смачный звук взрыва, а также нельзя стрелять и ставить мины в полете. Но также, на мой взгляд, игре не хватает мрачности оригинала, а окружению трасс детализации. Но это все придирки. Не пугайтесь немного несерьезного графического оформления. На самом деле это отличный духовный наследник Rock'n'Roll Racing. Игра постоянно обновляется и на данный момент стоит в Steam 249 рублей. Имеющиеся в сети пиратские версии мне запустить не удалось, поэтому единственный способ в нее поиграть — это купить. Если вы фанат гоночек под рок-н-ролл, прошедший вдоль и поперек оригинал, Мотор-Рок и другие попытки реинкарнации, то вам стоит попробовать. И автору будет приятно. Проект, по его словам, не приносит ему никакого дохода.